Всем привет! Спустя почти 2 месяца продолжаем бурить нашу скважину. В прошлый раз мы остановились на 20 метрах. Если кто впервые на моем канале, в прошлый раз у нас была авария. И продолжить дальше бурить скважину мы не смогли. Поэтому сегодня у нас вторая попытка. Сегодня мы продолжаем. Сегодня со мной дружная компания. Ромик, Роман Алексеевич, Леха и Михаил Васильевич. Еще Валерий ходит здесь. Так что сегодня у нас задача и на этот выезд это поработать, подготовить участок уже к осени, ну и закончить со скважиной. Всем приятного просмотра, заходите в телеграм-канал. Погнали! Топим самовар, это у нас обязательный атрибут. Будем топить самовар, чаек между делом. У нас всего разного, очень много продуктов. Будем готовить плов. Алексей Анатольевич хочет еще приготовить нам Дубль 2. Дубль 2, да. А-ля Ростикс. Так что очень много. У нас целый ящик овощей с огорода. Будем салаты делать, кабачок, все, в общем, всего понемногу. После первого опыта решили, что будем начинать бурить 110-й фрезой. Вот она. Бурим ей сперва, потом пойдем второй фрезой. Это 151 фреза. А завершать будем фрезой на 170 миллиметров. Вот такая шарошка. В прошлый раз мы остановились на 20 метрах, поэтому будем продолжать бурить в этой же скважине. Будем идти дальше. Ставим малую фрезу 110 и бурим ей. Потом меняем и так, соответственно, до самой большой. Ну а в конце будем осаживаться. И я думаю, что в этот раз, в этот выезд мы уже точно со скважины закончим. Включи. У нас один кубик ушел, чтобы наполнить весь приямок, а это уже второй. То есть у нас уже все запустилось. Сейчас будем подвозить воду и по мере необходимости будем ее восполнять. Раз, два. Идет. Чуть-чуть, хватит, наверное, сейчас. Пробурили уже 2 штанги. 10 штук у нас уже получается. Сколько метров? 27 метров будет. И, ну, почти 28 метров будет, когда опустимся. Слышно, не слышно вам там? Мы уже меняем фрезу. Прошли мы с первой фрезой на 110, которая маленькая фреза я показывал. Прошли 3 штанги, это примерно 6 метров. Результат хороший, пошли быстро. Сейчас меняем на фрезу больше. И вот этой средней фрезой дальше будем идти уже до конца, сколько у нас будет штанг. Сейчас мы поедем за 3-м кубиком воды.
вода уходит поменьше, чем в прошлый раз. В прошлый раз у нас прям друг за другом мы там ездили. Сейчас воды уходит поменьше. Едем за третьим и продолжаем бурить дальше. Уже появляется песочек между пластами. Так что я думаю, водонос уже скоро подойдет. Вот так вот получается, набираем воду практически за 5 минут, а едем дольше сюда. О, водичка пошла. Заработал. Поведу, да. Выравниваем улики, которые покосились на подставке, привариваем такие площадки. Это чтобы ножки не проваливались. Я когда делал первую партию, делал их без вот этих подставок. И вот у нас под тяжестью меда улики некоторые покосило. Все потому, что там нету вот таких площадок. Буквально 5 таких подставок надо поменять. И улики теперь будут стоять ровно. Ну и эти уже подставки можно будет не трогать. Они круглогодично будут стоять на своем месте. Погода у нас немного попортилась. Сбрызнул дождик. Испортил нам все дороги. Теперь дороги скользкие. В этот раз мы ездим немного другим путем сюда. Сразу скажу, что этот самый лучший вариант, чем вот у нас был первый раз. Так, мы сейчас бурим 12-ю, да, Лёх, штангу? 11-12 уже штанг. Примерно глубина, точно сейчас не скажу, но скажу примерно, что 36 метров где-то уже. Сейчас идет веселее, но хуже. Внутри у нас попадается смесь глины с песком. Все это забивает фрезу, и приходится нам вверх-вниз поднимать, снимать штанги, чтобы система могла продавить вот эту пробку, которая образуется на конце. Вот, мы работаем, меняем вот стульчики под улья. Сейчас попозже дровишек надо будет немножко заготовить, буквально немножечко нам пополнить наш склад дров на зиму. И, собственно, все. Со скважиной, я не знаю, но
возможно, завтра уже будем заканчивать. Как-то вот так, если вкратце. Стало попрохладнее, похолоднее, но ничего, работаем. Один наш постоянный зритель снабжает нас фонарями. Снабдил он уже всех нас фонарями. Уже у Ромика, у Степы, у Валерика есть фонари, у меня есть фонарь. И этот фонарь, который вот здесь он прислал специально для Алексея Анатольевича, который стоит по ту сторону. Да. Поэтому распакуем и вручим обладателю фонарика. Приятно. А это что за подписчик у тебя такой? Ну, у нас вот зритель фонарики говорит, давай я вам. Вот, собственно, такая посылочка. Очень крутой фонарик. Вот. И батарейка. И вот классненький пакетик. Алексей Анатольевич, ну что, твой подарочек? Спасибо. Давай, распаковывай, Тебе заряжай. Спасибо и подписчику спасибо. Приятно, да. Заряжай и пользуйся сегодня. Да, Покажешь, сегодня как пригодится. работает. Сегодня будем дрова, наверное, кого как раз. Получается. А то у тебя все еще китайский фонарик я видел. Ну да. Налобный, который у тебя за полчаса садится. Он разряженный, его надо заряжать. Угу. Так что сейчас ставь на зарядку и пользуйся вечером. Зарядка-то где? Type-C, вижу, там все вижу есть, здесь, да. ага. Ова. Так, это... А, ты понял. У них классные ремешки, просиликоненные они не скользят. О, в натуре. С головы они просто так не спадают. Удобно, кстати, вот под автомобилем, когда работаешь, на голову. Дай бог, не буду часто работать под автомобилем. Использовали мы все штанги, которые у нас было. Пробурили мы сейчас 36 метров. Поздравлять еще рано. Сейчас мы будем доставать все эти штанги. Будем менять фрезу. Фреза стоит у нас 110. Будем менять на 170-ю, на самую большую, которая у нас есть. Это будем отпускать все снова вниз, чтобы отверстие под отсадную трубу было больше. И будем оставшиеся 20 метров, которые мы в этом выезде пробурили, будем пробуривать большой вот этой фрезой. Так что, друзья, беру вас с собой, идем, достаем штанги, меняем фрезу и работаем снова. Сейчас у нас будет вот такая фреза, самая большая.
вот она работает. А до этого вот стояла такая фреза. Видно, вон набилась глина с камушками, как галька. Вот с этой фрезой более как-то веселее все идет. А сейчас ставим самую большую, она идет очень медленно. Но зато после нее отверстие очень красивое. Погрузили 8 штанг. Сейчас у нас большая фреза. Получается фреза, когда зацепляется кромкой, вот так дергается двигатель. Но фреза уже пошла. Где-то, наверное, на полметра уже опустились. Все у нас, все впереди еще. Еще делов очень много. Отличный фонарь. Спасибо, Иван. Светит хорошо, помогает в работе. Ты. Кто там говорил задобрить водяного или земляного? В общем, у нас опять проблема под конец всей вот этой эпопеи. Решили мы поменять наконечник, фрезу вот эту. Начали доставать, а у нас задымелась лебедка.
Лебедка как бы еще вроде живет, но если мы поменяем снова, все опустим, будем поднимать в следующий раз, то она точно сгорит, и эти трубы мы будем поднимать вручную, крутить лебедку. Так что я уж реально уже начинаю верить, почему я не задобрил. Достаем, вот у нас 2 трубы сзади меня, достаем эти 2 трубы и будем обсаживаться. Сколько у нас? 34, да? Да. В общем, 34 метра. Давай, опускай. Тихо, фильтр не царапай. Так, все. Запускай, не бойся. Не только еще. Что, пошла? Пошла. Первый раз. Так, держи. Давай. Она еще всплывает, смотри-ка. Все, уперлась. Поднимается, да? Угу. Давай сверху зальется. Нет, ни хрена не зальется. Не. О, видно. Завидела. Установили мы 11,5 труб. Все, сейчас будем промывать. У нас есть кубик, с утра я привез. Вот. Сейчас будем промывать. И в этот раз промывать будем побольше, не как в прошлый раз. В прошлый раз у нас не получилось промыть из-за того, что у нас была авария. Сейчас все-таки побольше будем промывать. И надеюсь, водичка будет там. Ну что, Алексей Анатольевич, пару слов. Как тебе? Хорошо, душевно, непривычно даже. Хорошо. Так, конечно, мало успешно, но вроде есть. Дай бог, водичка пойдет. Да, но мы с тобой еще увидимся, да, в избушке-то. Конечно, конечно. Ладно, всем пока. Давай. Не до конца, не дождался результата. Ну ладно, мы будем продолжать работать. Кубик закончили, сейчас поедем еще за другими.
полная по края, да? Нормальное соединение, да? Да. Это что так? Крутишь, блин. Так, тащи, Валян. На этом месте мы закончили, загрузили помпу. Это у нас 4-й кубовик, он пойдет на промывку. Я уже сбился со счета, но штук 15. Так какой? Сегодня мы только привезли 7 кубовиков. Получается, раз 20, наверное, сюда. А у нас скважина столько не даст воды, как мы столько отсюда взяли. Все, в общем, везем последний кубик и будем промывать. Надо было через заголовок, а потом. Нет. Резетки не дать. Ладно. Ну что? И сколько метров? Запустили воду, осталось теперь промыть скважину. Сливаем всю воду, которая осталась в трубе после промывки. Ждем, снова включаем и смотрим, что там есть. Прокачиваем уже 35 минут примерно. Вода стала грязная. Надеюсь, скважина заработает, будет дебит хотя бы, чтобы нам набрать воды в баню. Ну и так по быту что-то может вымыть. Воды нам хватило. Сперва вода уходит из самой скважины, а потом за трубное пространство. Ну так пока 35 минут качают. Не знаю, надеюсь, прокачаем до светлой воды. А по сути должна светлая вода пойти, да? Ну, не сразу. Ну, светлая, да? Когда прокачаешь, да, потом Светлая, да. мелкие частицы все вымоются, крупные останутся. Все. Не показывал вам сегодня избушку. В избушке чистота. Забираем кое-какие вещи на стирку. Рюкзаки собираем. Будем собираться сейчас. Вода время от времени заканчивается. Небольшую паузу делаем, и вода снова появляется. Все так же бежит мутная, поэтому будем прокачивать. Следующий выезд надо будет обязательно в
включить насос, чтобы он молодел, чтобы воду прогонять, чтобы вода уже чистая была. В общем, вода есть. Да, Михаил Васильевич? Да, вода есть. Бурили 3 дня. Все вымотались. Не спали одну ночь. Ну, воды добились. Еще надо промывать, конечно. И потом замерить дебет и сдать на анализ. В тот раз мы пробурили 8 штанг. Это 22 метра и 30 сантиметров. До воды мы не дошли буквально метр. И вот сейчас бурились. После 23 где-то был камень. Под камень пошел песок, 2 штанги. И скорее всего на них водонос. Потому что на этих все глина. Сейчас мы осадились на 34 метра. А эту расширить у нас не получилось, так как сгорела лебедка. То есть вот мы, получается, вот эти 2 штанги, да? Вот эти 2 штанги эту не пробурили, а пробурили так это. То есть вот на одну штангу не смогли опуститься, потому что вчера дождик был, и, видать, в двигатель попал, и сегодня он дымел. Вот. Здесь я вам расскажу, что вот эта штанга, длина ее, ну, отмечается на каком уровне примерно глина, песок, камень. Вот здесь камень, допустим. Вот, говоришь, да, здесь мы... Это сколько? 25 метров, да? Это конец штанги. Вот 20, на 23 метрах камень мы прошли, и потом пошли 2 штанги песка. В общем, что, в прошлый раз мы остановились, можно сказать, вот перед самым вот этим вот, что нам и нужно было. Сегодня мы прошли, осадились, и водичка есть. Вот так вот бывает. Но такой результат еще непонятный. Нужно это все прокачивать. И потом, когда прокачаем, там месяц-два, потом можно уже будет смело говорить. Об этом я, наверное, сделаю отдельный ролик. Надо будет облагородить вот это место, где здесь будет у нас колодец, так скажем. Так что это еще в дальнейшем. Друзья, благодарю вас всех за просмотр. Благодарю, что вы составили нам компанию. Вместе мы с вами бурили и добились результата. Друзья, всем пока. Увидимся с вами в следующем ролике. Подписывайтесь, не забывайте про группу в Telegram. Всем пока. Всем пока.